Приветствую вас на канале Пишу Вам. В основном размышлении было обращено внимание на то, что поход Иуды к проститутке мог быть не единственным. На самом деле Священное Писание открывает нам эту тему достаточно ярко и четко, но при условии, что мы размышляем над тем, о чем читаем. Как ни странно, описание образа жизни Иуды мы можем изучить на основании поведения Фомари, а точнее на основании ее планов. Представьте себе, что Иуда вел праведный образ жизни. Вот Фомарь увидела, что она не была отдана в жены младшему сыну Иуды. Это означает, что она на всю жизнь остается бездетной. И даже если она выработает соответствующее решение, разработает соответствующий план, нарядится определенным образом и сядет на пути Иуды, ей это ничего не даст. Иуда просто пройдет мимо. Однако Библия показывает нам, что Фомарь явно спланировала свои действия. Это значит, что она была уверена, что если она нарядится соответствующим образом и сядет на пути Иуды, юбки он не пропустит. И ей оставалось лишь подгадать правильный период, чтобы вероятность беременности была наибольшей. И вот она одевается соответствующим образом, приходит на заранее разработанное место, чтобы оказаться на пути Иуды, и, о чудо, с первого же раза Иуда пользуется ее интимными услугами. Для того, чтобы планы Фомари удались, и вообще для того, чтобы у Фомари в голове созрел подобный план, нужна была соответствующая ситуация. То есть Фомарь должна была знать о соответствующем поведении, о соответствующем образе жизни Иуды. Только в этом случае имело смысл планировать данную операцию. Когда она разрабатывала данный план, ей нужно было ответить на определенные вопросы. Понятно, что самое простое, что ей пришло в голову, что раз ей не дали мужа, то ей нужно забеременеть от любого другого мужчины. Но здесь основная проблема. Забеременеть-то она сможет, но ее потом лишат жизни за блуд. Таким образом, единственный вариант, при котором она могла бы забеременеть от другого мужчины и не лишиться жизни, если этим другим мужчиной будет Иуда, глава дома Иуды, тот самый судья, который будет выносить решение. А какое решение он вынесет, если ребенок от него, мы это с вами прекрасно знаем. Именно это решение Иуда и вынес, оставив Фомарь в живых. Так выбор падает на Иуду. Но насколько реалистичен данный план, или он из области фантастики, это уже зависит от того образа жизни, который ведет сам Иуда. Числится он верующим. Но если бы он вел образ жизни в соответствии с теми наставлениями, которые давал ему Иаков, его отец, человек Божий, то планы Фомари было бы невозможно осуществить. Это не значит, что мы, как говорится, ставим крест на Иуде. Нет. Мы просто рассматриваем тот его период, когда он, хотя и числился верующим, по своей сути был закрыт от Бога, не пустил его в свое сердце. Позже этот период наступил. Пришло принятие Бога, пришло раскаяние, пришло изменение образа жизни. Пришли другие ценности, другая система оценок. И вот мы уже видим Иуду одним из тех, кто готов отдать свою жизнь за Вениамина. И вот уже мы видим то пророчество, которое Иаков оставляет в отношении Иуды. Это пророчество, в отличие от Симеона и Левия, несет Иуде благословение. Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда, с добычей сын мой поднимается. Преклонился он, лег как лев и как львица, кто поднимет его. Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов. Но на тот момент Иуда был таков, каким он был, и плоды этого сопровождали его всю его жизнь. В отличие от Фомари, для него данная беременность была совершенно нежелательной, и всю его жизнь все знали историю происхождения ребенка Фомари.
Иногда люди думают, еще поживу какой-то период данным образом жизни, а потом возьмусь за разум и налажу свою жизнь в соответствии с образом жизни верующего человека. И действительно, Иуда взялся за ум, стал действительно верующим человеком. Господь даровал ему прощение. Вот только последствия того образа жизни, который он вел, сопровождали его всю его жизнь.